Приветствую, друзья! О компании Tangent я лично узнал сравнительно недавно, но количество положительных отзывов о их продукции превысило уже все мыслимые пределы. Сразу видно, что инженеров они взяли в команду толковых, да и курс выбрали весьма удачный. Сегодня я предлагаю рассмотреть их новые внутриканальные наушники Ola, базирующиеся на одном динамическом драйвере и посеребренном гарнитурном кабеле стандарта 4N OFC. Сравним их с более дорогими конкурентами, рассмотрим графики и, естественно, поговорим об их звучании. Собственно, поехали. Приходят наушники в небольшой такой картонной коробке с изображением анимешной девочки уже в героях обзора, подробным списком технических характеристик, а также заводским графиком АЧХ. Из важного отметим импеданс 16 Ом и чувствительность 126 дБ на милливатт. В комплект нам положили пару инструкций на разных языках, гарантийный талон, вот такую вот тряпичную сумочку для переноса и два набора амбушюр разного размера, но одного типа. Кабель тоже внешне выглядит очень даже прилично, особо не путается, имеет гарнитурный блок с микрофоном, аналогичный же металлический штекер, заушенный с гибкой термоусадки и соединение на обычных вилочных коннекторах 0,78 мм. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,68 Ом, что где-то на грани приличия. Сами чашечки здесь имеют сложную геометрию с почти круглой металлической задней частью и пластиковой, но уже меньшего диаметра внутренней. Здесь находится пара компенсационных отверстий для единственного динамического драйвера и внушительного размера звуковод с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой. Внешнюю же часть нам украсили небольшим таким скосом и наименованием модели. Посадка у наушников прекрасная, друзья, тут ничего сказать не могу, как и уровень пассивной звукоизоляции с комплектными амбушюрами. Вот так вот это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас достаточно короткий импульс. Такие обычно ценятся в различных игровых решениях. Допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,7%, что очень даже неплохо. Фаза ведет себя вполне естественно. Затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 98 миллисекундам с незначительными возмущениями в области низких частот. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 3 дБ с плавным затуханием в сторону саббаса и столь же плавным заходом на середину. Выделение области разборчивости и дополнительный пик около 8 кГц для усиления общей резкости звучания. Далее идет еще один всплеск на 15 кГц и плавный уход до 20 кГц включительно. Со схематичным графиком от производителя получилось, на мой взгляд, очень даже похоже. По своему характеру наушники Tangent Ola мне показались достаточно ровными. Низкие частоты, несмотря на очень небольшой подъем, довольно хорошо ощущаются в треке, но, как было видно на АЧХ, заметно прибранной саб-составляющей. Ритм партии тоже не обидели по амплитуде, при этом весь этот диапазон ощущается довольно чистым, с прекрасной прорисовкой текстур и динамикой. Средние частоты имеют небольшое размытие с чуть смягченными такими круглыми образами, толикой музыкальности и интимно приближенной к нам сценой. На высоких тоже не стали экономить. Все отзвуки струнных и элементы перкуссии находятся на своих местах. Причем слушается это сверхгармонично, то есть никаких дополнительно подсвечиваний нет, и их никак не задвигают и не маскируют, отчего звучит модель, как для своего ценового сегмента, ну просто сногсшибательно. Естественно, если сравнивать их с куда более дорогими Треповина Lina или BKS Autumn, то на их фоне герои обзора покажутся намного суше, чуть мутнее и куда сдержаннее по выразительности. Так что, если вы никак в этом плане не ограничены, то разумнее всего будет присмотреться к более дорогим решениям. Ну а тем, кто ищет более-менее серьезный звук в пределах $40, Ola покажутся, ну, как глоток чистого воздуха. Да, не идеально, но достаточно нейтрально по характеру, с неплохой прорисовкой тембров, приятной такой телесностью на всем частотном диапазоне и, конечно же, относительно корректной сценой. В ширину у меня к ней никаких претензий нет, а вот в глубину, как у почти всех наушников с хармоновской кривой, складывается ощущение, что сцену немного сжали, словно музыкантов попросили сесть поближе друг к другу и к слушателям. Это не хорошо и не плохо, просто вот есть такая особенность. Читаемость у всех планов отличная, но нет, как говорится,
размаха. В сравнении же с Дуну Titan S, последний намного детальнее, четче, со стандартным расстоянием до сцены и еще большей пресностью звучания. На любителя, конечно, но лично мне Tangent Ola показались на их фоне просто сверхэффектными и музыкальными. Причем Дуну по цене на самом деле в 2,5 раза дороже. По стилистике никаких ограничений я тут не нашел. Единственное, стоит делать поправку на академическую музыку и какой-нибудь сложный мультиинструментальный джаз в плане построения пространства сцены в глубину. В остальном джаз, рок, абсолютно любой металл и все разнообразие электронной музыки, хип-хоп, регги, соул, все это Tangent Ola отработали, если не на отлично, то на 5 с минусом. Что для $40, на мой взгляд, очень высокая похвала. Амбушюры менять, конечно же, пробовал. Да, прирост в качестве есть, но не настолько большой, чтобы имело смысл о нем хоть как-то разговаривать. Судя по кабелю, подключаться наушники должны в мобильный ЦАП с поддержкой гарнитуры или же напрямую в аналоговый выход вашего же смартфона. Модель также хорошо споется с любыми бюджетными аудиоплеерами, да и вообще почти всем, что соответствует им по уровню. Легкий уклон в массу позволит сбалансировать что-то достаточно тонкое, а нейтральность и скорость улучшит читаемость даже чего-то сверхмузыкального. В данном плане модель оказалась просто сверхуниверсальной. Хотя лично от себя я бы рекомендовал к ним в пару iBass DC-05, Tempotec Sonata HD3 или 5 или же Colorfly CDA M1. С ними синергия, на мой взгляд, получается просто фантастическая. Строго говоря, я бы позиционировал героев обзора как лайт-версию рассмотренных нами ранее Tripovin Alina. Звучание у них прямо очень похоже, с легким упрощением в сторону Ola. А так, обе эти модели порадуют подавляющее число любителей нейтрального в меру ровного звучания с АЧХ, приближенной к хармоновской. Итогом, динамические внутриканальные наушники Tangent Ola порадовали меня своей сверхудобной посадкой, наличием гарнитурного блока на кабеле, амбушюрами на любой вкус и, естественно, довольно техничным, подробным и ровным на слух звучанием, с приятной слуху массой, четкостью прорисовки и свойственной такому характеру выразительностью. Модель скорее для меломанов, предпочитающих всякие скоростные и тяжелые жанры с высоким уровнем прорисовки всего музыкального полотна. Мелодичностью наушники, конечно, тоже не обижены, но она тут скорее как легкая приправа для эффектности восприятия любимой музыки. Ну а на этом у меня все. Это были динамические наушники Tangent Ola. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.